Маньяк-щипач. Как-то девочки в школе переодеваются в раздевалке после урока физкультуры. Вдруг одна девочка по имени Катя кричит: ты зачем меня ущипнула?» «Ты кого спрашиваешь?» – не поняла девочка, стоявшая рядом. «Это я тебя спрашиваю, зачем ты щиплешься, если я тебя ущипну?» «А, вот так!» Катя стала щипаться. Вторая девочка рассердилась и стала бить Катю ладошкой по голове. Завязалась ссора. Одни девочки были за Катю, а вторые против нее. Прошло несколько дней. У Кати почернела нога, как раз в том месте, где ее ущипнули. Прошло время, и ногу пришлось отрезать. Осталась бедная Катя без ноги. Так она плакала, так плакала. А потом еще одну девочку из этого же класса, а потом еще одну и уже из другого тоже кто-то ущипнул в раздевалке. Вызвали полицию. Раздевалку обыскали. Думали, что где-то под скамейкой есть отверстие, из которого какой-то маньяк высовывает свою руку и щиплет девочек. Но ничего такого не нашли. Прошло несколько дней, и опять кто-то стал щипать девочек. И у всех ноги чернели через несколько дней. Только этих девочек спасли от отрезания, потому что их вовремя клали в больницу, а там им кололи сильные антибиотики. Эти антибиотики убивали трупный яд, которым девочки были заражены. Больше никто не ходил в эту раздевалку, переодевались в других местах. А у физрука был роман с одной учительницей. Как-то раз они заперлись в этой бывшей раздевалке, стали там целоваться. И вдруг учительница взвизгнула: «Меня кто-то ущипнул!» – крикнула она. Физрук со злости сильно стукнул по скамейке ногой. Скамейка разломилась пополам. Сделана она была из какого-то трухлявого дерева. На пол выпала маленькая костяная рука. Когда-то давно эта рука принадлежала 6-летнему мальчику. У него была 3-летняя сестра, которую он постоянно щипал. Его папа не выдержал как-то и избил мальчика ремнем. От этого мальчик умер, его похоронили. Но рука мальчика, которой он щипал сестру, продолжала жить своей жизнью. Она сумела вылезти из могилы, потом поцарапала дырку в дереве и залезла в него. Дерево срубили, и из него сделали скамейку. Вот так эта рука и оказалась в раздевалке. Физрук ее молотком разбил на много осколков. Больше она никого уже не сможет щипать.